Всем привет! Это канал Неместный, и это Константин. Аделина. Сколько нужно денег для жизни в Грузии? В этом выпуске будет очень много цифр, так что не запутайтесь. Мы взяли последний месяц прошлого года, рассчитали, сколько у нас уходит в месяц для проживания в Батуми, в Грузии. Понимаю, что у всех эти цифры могут быть разные. Это вот лично наш подсчет. И поэтому для интереса мы еще сделали минимальную сумму проживания, по нашим расчетам, сколько можно жить вообще в Батуми, на какую сумму, сколько можно тратить по минимуму. Начинаем. Первое, что хочется посчитать, это, наверное, одна из основных статей расхода – это жилье. Мы снимаем апартаменты за $350, плюс 200 лари у нас коммунальные платежи. Туда входит электричество, вода, газа у нас нет. Что у нас то еще? Лифт, домашний интернет. Итого это получается где-то 1200 лари в месяц. Это жилье и коммунальные платежи. Коммуналка это примерно, потому что в некоторые месяцы она может быть выше, в некоторые ниже. Летом, например, мы не пользуемся отоплением, обогревателем. Зимой всегда дороже. И у нас контракт на год. Только поэтому у нас такая стоимость. Потому что в Батуми, нужно понимать, есть сезонность. Летом это высокий сезон, когда очень много туристов. И, соответственно, цены на жилье растут. Поэтому, если вы снимаете на год, изначально арендуете, то у вас будет цена фиксированная. Если вы снимете на полгода, цена тоже будет фиксированная, но уже менее выгодна, например. Особенно если вы снимаете только на сезон, там цена гораздо выше. И если вам интересна, например, минимальная стоимость, вот мы недавно нашли, варианты есть по $200, $200 в месяц при годовом контракте, плюс коммуналка, если, например, по минимуму пользоваться, это 100 лари примерно. Вот здесь сейчас на экране вы видите наши фактические траты, на такую статью расходов, как жилье. И соседняя цифра – это минимальная, чтобы было понимание, что дешевле тоже может быть. То есть мы считаем фактически и минимально. Следующая по значимости и, наверное, по расходу статья – это продукты и товары для дома. Мы ходим в магазины, большие гипермаркеты, либо просто заходим в магазин у дома, закупаем продукты для дальнейшего приготовления, либо что-то готовое. И бытовая химия, все, что нужно для уборки, какие-то гигиенические приспособления. То есть это все мы уложили в эту статью, и в месяц у нас получилось 1052 лари. Хотел бы добавить, что на самом деле можно гораздо меньше тратить. Мы посещаем Carrefour магазин, знаем, что там большой ассортимент, но он не самый дешевый. А также товары в магазине, например, у дома, какой-нибудь Spar, или Эко, или Дейли, там тоже всегда дороже, но иногда не хочется ходить на большие магазины. Так вот, можно вообще закупаться где-нибудь на рынке, чтобы побольше всего купить продуктов и пользоваться. Это будет дешевле, это тоже знаем. А вот что касается расходов минимальных, которые можно, здесь у меня больше получилось не 1052, как у нас, а 1400 лари. Я позже объясню, в чем дело, но здесь сюда добавил продукты, которыми можно заменить походы в кафе, рестораны и доставки. Вот как раз-таки следующая статья расходов – это доставка готовой еды из кафе и ресторанов. То есть мы дома заказываем в приложении себе прям готовое блюдо в кафе в каком-то, и нам его курьер привозит домой горячее, мы его едим. То есть мы не тратимся ни на какие дополнительные продукты, это полностью полноценный прием пищи. И в месяц у нас на доставку только ушло 703 лари. То есть это доставка готовых блюд из ресторана, как деливери обычная. По минимуму, разумеется, можно вообще не пользоваться доставкой. Вот сейчас, например, мы пробуем так жить, потому что не всегда полезная еда в доставке. Там бывает жирная, бывает соленая, в общем, надоедает она очень сильно. И вот сейчас мы подсели на домашнюю еду. И поэтому можно вообще не пользоваться доставкой, но поэтому расход на продукты из магазинов чуть больше, если по минимуму брать. Поэтому по минимуму здесь 0. Наша сумма, сколько мы потратили, и минимум это 0. Но не всегда получается ограничиться только доставкой готовой еды, либо походом в магазин купить продукты, приготовить самим. Иногда случаются вылазки, так называемые, в кафе и рестораны, либо если мы где-то гуляем и очень захотели есть, мы можем зайти в ближайшее какое-то кафе. И таким образом расходы на кафе и рестораны
в этом месяце у нас вышли на 935 лари. Разумеется, иногда не хочется обходиться без кафе. То есть вы пришли, поели, очень все вкусно, особенно грузинская кухня, вы понимаете, это так очень вкусно. А иногда, конечно, хочется сходить в кафе, ресторан, но можно без этого тоже обойтись. Конечно, скучновато будет, но здесь можно тоже поставить 0 в графу минимальных расходов, потому что можно тупо готовить дома. Это все, это вот по минимуму, но это можно сделать. Это будет тяжело, но это реально. Также мы очень часто приобретаем лекарственные средства в виде витаминов. Очень часто наши больные люди лечиться. Также в наши ежемесячные траты входит покупка лекарственных средств. Также в наши ежемесячные траты входит покупка БАДов, различных добавок пищевых, лекарственных средств. И в месяц у нас на это ушло 50 лари. Сюда же в эту статью можно отнести косметику, но косметику я приобретаю не каждый месяц, поэтому у нас вот в основном это ушло на БАДы, на витамины, на лекарственные средства. По минимуму, если брать, я думаю, что стоит оставить эту статью расходов хотя бы 50 лари, потому что, все может случиться, человек заболевает, и 50 лари в месяц это нормальная сумма, чтобы всегда докупать что-то, либо витамины, что-то еще. Поэтому оставляем 50 лари. Мы любители спорта, активного образа жизни, поэтому опять... Вы не видите, что ли, мы любители спорта, замерзли как собаки. Мы любители активного образа жизни, спорта и посещаем здесь, в Батуми, фитнес-зал. Абонемент на месяц у нас стоит 130 лари на каждого человека. Итого в месяц на фитнес у нас ушло 260 лари на двоих. Как вы понимаете, это совсем не обязательная статья расхода, можно абсолютно без посещения зала. К тому же здесь прекрасные дорожки, например, можно бегать, можно не тратить деньги на спорт, также заниматься спортом, поэтому по минимуму 0. А еще мы очень любим животных, которые вокруг нас, и в частности животных в Батуми, поэтому мы кормим их, закупая для них корм на свои деньги, да, мы не волонтеры. И в месяц у нас уходит около 30 лари на еду для животных. Да, на самом деле Батуми это город животных, город собак, здесь есть и кошки, бездомные уличные. Мы любим их кормить, когда гуляем. Поэтому у нас такая сумма расходов, но на самом деле можно и без нее даже обойтись. Если что-то, например, осталось у вас дома, еды, вы можете это взять и покормить животных. Так что здесь тоже ставим 0. Нельзя обойтись без связи, конечно, и приобретая сим-карту здесь, вы выбираете тарифный план, который вам необходим. У нас оператор Макти, и тарифный план у нас исключительно интернет безлимитный на месяц, мы не докупаем лишние дополнительные минуты или смс. И вот тарифный план с безлимитным интернетом стоит у нас в месяц 32 лари на телефон на человека. Итого 64 лари на двоих мы оплачиваем в месяц за связь. Если брать минимум, наверное, мало кто сейчас обходится без интернета, поэтому это не такая уж и высокая цена. Поэтому я думаю, что также по минимуму можно позволить себе купить интернет и всегда быть на связи. Многие работают постоянно на телефоне, поэтому 64 лари. На самом деле Батуми не такой большой город, хотя кажется, да, масштабы его впечатляющими. Мы, например, ходим очень много пешком. Практически всегда мы ходим пешком, но иногда мы передвигаемся на такси. И в месяц у нас вышло на такси 20 лари. Да, в разные месяцы по-разному, но в среднем 20 лари, я думаю, что да, это нормальная цифра. Особенно когда дожди, нужно куда-то ехать, и дождь, или очень холодно. Но можно и без этого расхода обойтись, если, например, сидеть дома в такую погоду, а уже в солнечный день гулять. Поэтому здесь ставим тоже 0 по минимуму. Помимо ежемесячных трат, естественно, есть траты крупные или не очень, которые мы совершаем раз в год. Как, например, страховка, да, страхование жизни, здоровья, для того, чтобы была возможность посещать медицинские учреждения здесь либо бесплатно, в рамках страховки, опять-таки, либо с какой-то определенной скидкой. И вот на эту тему у нас как раз есть выпуск, ссылки будут в описании, как мы приобретали страховку, сколько она стоит, там прям подробный пошаговый выпуск, все будет рассказано. Это та статья расходов, которую мы не включили в ежемесячную, но она присутствует раз в год. Хотел бы сказать про одежду, например, покупка одежды. Мы здесь тоже не включили в статью расходов, потому что
Мы вообще все свои вещи с собой привезли, и как будто бы особо здесь мы не покупали вещи, хотя мы ездили в Турцию, и там были покупки, но мы не включаем сюда, потому что можно и очень редко, когда покупают одежду. Но кто любит покупать, конечно, разумеется, вы должны тоже об этом подумать и учесть. Ну, довольно дорогая одежда в Грузии, в Батуми. А у нас есть выпуск с торговым центром Батуми, и там, кстати, цены приблизительно можете увидеть, ссылки Плюс-минус. также, да, в описании. В этом выпуске мы не учитываем покупку техники, например, телефон или там вот у нас очень много ушло на видеоаппаратуру, микрофоны какие-то по минимуму, там шнурки, что-то докупить. Без этого тоже можно обходиться, и, наверное, многие люди не покупают этого ничего. То есть телефон, например, есть, он хватает им на годы. Поэтому мы здесь не учитываем это. А в этом выпуске исключительно ежемесячные траты, чтобы вы могли хотя бы примерно прикинуть, сколько денег уходит на основное, да, жилье, продукты, лекарства. Подводя итоги по подсчетам одного месяца, у нас на жизнь в Батуми здесь было потрачено 4284 лари. Наверное, все-таки мы здесь не все учли, какие-то мелкие расходы, но мы даже постарались вспомнить, сколько мы наличкой потратили. То есть здесь можно банковской картой пользоваться, а можно наличкой. Постарались все учесть. Если что-то забыли, кто живет в Батуми, намекните, вообще какие еще расходы бывают, у вас, например, какие расходы. И вообще расскажите, сколько вы тратите, плюс-минус. Это был такой очень объемный, конечно, у нас месяц, сейчас уходит чуть поменьше. А если рассматривать минимальные расходы, то вот я посчитал 2169 лари. Вот на эту сумму можно жить. То есть, да, это будет такая жизнь ограниченная немножко, но, в принципе, можно эту сумму прожить. Кто сюда приедет. Это на двоих сразу. Да, имейте в виду, что это все суммы, которые мы указываем в этом выпуске, это на двоих. Да. То есть, если человек один, можно разделить все, кроме жилья, конечно. Угу. И все остальные Даже суммы. жилье можно еще дешевле, чем $200 найти, если где-нибудь ближе к горам, например, это уже, жить. да, это прям да. задастся такой Мы брали цене. этот даунтаун, здесь вот эти самые такие высотки, Орби, например, вот Орби за $200 вне сезон на год можно снять. Вот этот выпуск, я надеемся, что он был вам интересен. Поставьте лайк и напишите обязательно об этом в комментарии. Поделитесь с другими, пошерите это видео, потому что это актуальные цифры сейчас. И в ближайший 25-й год, я думаю, будут такие же все цифры. Подписывайтесь на наш канал, у нас еженедельно выходят разные интересные выпуски про Батуми, как вы можете убедиться сами, заглянув на наш канал. Темы для видео у нас абсолютно разные, мы охватываем, наверное, большинство запросов и вопросов людей, которые возникают про Батуми. Мы надеемся, что мы удовлетворили запрос, сколько нужно денег для жизни в Батуми.